Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас снова на проекте «Лодка-Кижанка. Строим дома». И сегодняшнее видео у нас будет посвящено, пожалуй, самому сложному процессу шитья лодки. Это причерчиванию первого набоя или первой доски к нашему шпунту, который мы выбирали на киле. Суть причерчивания в чем? Что мы берем доску с помощью карандаша и небольшой черты. Мы повторяем обводы нашего киля, контуры нашего киля, он же у нас не ровный, а немного изогнутый, переводим их на доску. Это и называется причерчиванием. Потом ее обрубаем по проведенной линии. И так постепенно мы ее уже должны уложить непосредственно в шпунт. Также мы сегодня припарим края доски для того, чтобы она уже у нас приобрела формы нашей будущей лодки первого набоя. Для этого мы будем использовать горячую воду и тряпки, но это уже в дальнейшем я вам расскажу сейчас. А для начала мы начнем с подготовки материала, потому что начнем готовить доску. Для этого мы выбираем из ранее заготовленных досок доску с наименьшим количеством сучков, желательно вообще без сучков. Отпиливаем по длине с запасом обязательно, чтобы у нас был люфт для, скажем, неожиданных ошибок. И по ширине отпиливаем. Я решил, что у меня первый набой будет не широкий, порядка 20 сантиметров. Ну, исходя из моего наблюдений и логики, мне кажется, что первый набой из узкой доски меньше подвержен растрескиванию, и его легче выгибать будет. Классически у лодки-кижанки первый набой сделан из широкой доски, так же, как и все остальные набои. Но попробуем сделать из узкой, с ней проще работать. Мы же все-таки начинающие судостроители, поэтому пойдем по простому пути немножко. Так что берем в руки инструмент и начинаем работать. У нас погода испортилась, поскольку придется работать под крышей. Удобнее, конечно, эти работы выполнять на козлах, на улице. Но будем исходить из того, что есть. Итак, вот у нас ранее заготовленные доски. Они у нас не обрезные, это значит, что у них край не ровный. Нам нужно один край сделать ровным. Для этого мы берем рейку какую-либо прямую, прикладываем по минимальным, так скажем, расстояниям от края, чтобы лишнее не срезать, и проводим черту. После этого мы от этой черты отмеряем необходимые нам те 20 сантиметров и отпиливаем по длине. Так что за дело. Вот что у нас в итоге получилось. Мы выпилили доску, я все-таки уменьшил ее. Ширина доски у меня 10 сантиметров. Я посчитал, что 20 все-таки широко. Так что остановился на 10 сантиметров. Мы ее приложили к нашему стапелю, закрепили в середине струбциной. Вот видно, что она с запасом сделана относительно шпунта, длины шпунта. И теперь смотрите, что получается. В середине она плотно лежит в шпунте. Вот видно. А к корме и к носу щель увеличивается. Вот, особенно в носу. Это связано с тем, что у нас килевая доска неровная, она у нас изогнута. И нам нужно эту кривизну перенести на доску. Для этого мы сейчас берем черту. Вот такое приспособление. Можно сделать из проволоки. И смысл в чем? Что мы прикладываем черту к шпунту, вот так, и начинаем ввести по доске, отмечая линию. Тем самым перенося линию изгиба, перенося на доску. Потом мы очертим это карандашом и обтесшим топором уже и приложим снова. Так что давайте за дело. Ну вот, мы берем черту и
начинаем вести по нашему шпунту потихоньку, оставляя канавку, чтобы нам было видно, возвращаясь, если необходимо. Вот так мы переносим постепенно, постепенно, и у нас переносится форма киля, переносится на доску. Здесь вот вначале у нас практически на нет уходит, потом начинает расширяться. Вот так. Потом возьмем карандаш и уже повторим. И вот что у нас в итоге получилось. Вот видите, она у нас с этого ракурса хорошо видно. У нас доска повторяет контур нашего киля. Вот. Это черновое причерчивание. В дальнейшем мы будем более четко причерчивать. А сейчас нам главная задача — это прижать вот эту доску сюда к кокоре. То есть изогнуть ее. Для этого мы сейчас ставим на плиту чайник. Нам нужен будет кипяток и полотенце. Желательно махровые, для того, чтобы больше влаги впитало. Ну а дальнейший процесс я покажу уже на примере нашей доски. В чем суть процесса? Мы берем полотенце, кладем его на нашу доску, берем ведро с горячей водой и начинаем это все смачивать. Вот так. Тем самым у нас доска нагревается, намокает, и с помощью вот веревки мы ее сейчас начинаем притягивать. Не спеша, потихонечку мы ее начинаем гнуть. Согнули, пригнули чуть-чуть, подождали. Подождали чуть-чуть и потом снова. Видите, уже можно ослабить. И вот, чуть согнули. Пусть она постоит чуть-чуть. И так несколько раз, пока не прижмется к нашей кокоре. Итак, результат наших действий. Мы притянули носовую часть доски к кокоре, составили с сырым полотенцем, подвязали веревки, также прижали брусками серединную часть доски, струбцину оставили,
и прижали кормовую часть доски. В целом неплохо, все идет так, как планировалось. Выбор узкой доски все-таки дает свои плюсы, она легко гнется и поддается на это. Поэтому посмотрим дальше, как она будет обрабатываться. Ну и следующий процесс у нас, который впереди, это уже причерчивание финальной доски к шпунту. Чем точнее мы это сделаем, тем меньше шансов, что у нас потечет в этом месте лодка. Также будем выбирать шпунт для доски в кокорах. Но это уже после того, как высохнет доска, после припаривания. Поэтому ждем и будем работать дальше. Сразу прошу прощения за какие-то неловкости с камерой, потому что ходить вокруг лодки и рассказывать достаточно сложно. Дорогие друзья, как говорится, по скриптум. Я хотел бы извиниться за то, что, возможно, не все так дотошно и рассказываю о технологиях изготовления, поскольку одновременно делать и снимать, и рассказывать очень сложно достаточно, тем более, когда ты делаешь в первый раз. Поэтому, может быть, будет проще, если вы будете задавать вопросы в комментариях под видео, выложенные в музейных группах. Но я с удовольствием на них отвечу, потому что есть нюансы, может, которые вы не увидели, может быть, которые я сделал, но не рассказал о них. Поэтому задавайте вопросы, и я думаю, мы все решим и на все вопросы ответим. Поэтому прошу заранее прощения.